Всех приветствую, любители вязания. Меня зовут Настя, и я хочу сегодня повторить, наверное, фабричный наборный край, потому что скопилось столько вопросов. Это хит, хит 19-го года. Уже у меня вязальщицы ее списали. Это одно из первых моих видео было. Я постараюсь максимально сейчас, максимально все вопросы, которые я собрала в своей голове. Я взяла лист бумаги для чего? Потому что мы глазами, зрительной памяти у нас лучше. Ну, к примеру, нам надо набрать 80 петель. Что мы делаем? Мы делим пополам ровно и набираем в половину меньше. Мы набирать будем с вами 40. Нам понадобится вспомогательная контрастная нить какая-нибудь. Мы ее берем ближе к себе. Основную нить, вот я буду вязать голубой, основная нить у меня будет голубая. Ну, я выбрала светлую, потому что светлую очень хорошо видно вот в камеру. И смотрите, просто вот эти вот все ниточки, ну, вы считаете, что это одна ниточка, по одной в смысле ниточки. Одна голубая, одна, просто я их в две сложила для того, чтобы покрупнее было. Вот две ниточки я складываю, просто пальчиками держите вместе со спицами. Теперь ныряете вот так двумя вот этими пальцами, ныряете между ними. Это основная, это вспомогательная розовенькая. Ныряете между ними и зажимаете их. Давайте еще раз покажу. Здесь мы все держим в правой руке, все наши ниточки. Ну, держим так, чтобы голубенькая была у нас сверху, так скажем, вспомогательная ниже. Держим, ныряем между ними двумя пальцами и здесь все подхватываем. То есть вот и вот. Здесь у нас натяжение нити, мы вот этими пальцами тремя контролируем. И на двух пальцах у нас ниточки. И теперь делаем следующее. Подхватываем вспомогательную с большого пальца снизу. Так, у меня натяжение сейчас. Натяг сделаю. Подхватили вспомогательную снизу. Сейчас я поближе. И голубую тоже вниз под голубую. И вытянули ее сюда. И скинули с пальца. Теперь вот этим большим пальцем левой руки подтянули. Вот узелочек там подтянули. Еще раз. Значит, ныряем под розовую, под голубую и вытягиваем ее сюда. Как бы в колечко розовый. Две набрали. Опять. Да вот просто можно даже. Вот нырнули и голубую сюда взяли. 3, 4, 5, 6. В общем-то, это самый обычный набор петель получается. 6. Все, у нас теперь ниточка там скреплена. Можем расслабиться здесь. 7, 8, 9, 10, 11, 7, 38, 39, 40. Все, 40 петель мы набрали, половину от того, что нам надо. Я розовую ниточку, ну, оставлю сантиметров 5 и отрежу ее. Чтобы она нам не мешалась, ну, 5-6 сантиметров. Все, она мне больше не нужна. Теперь что делаю? Я одну спицу вытаскиваю и делю все это дело пополам. У меня 40 петель по 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20. Вот я делю пополам. И способом Magic Loop, почему я взяла эти спицы, у меня мягенькая здесь проволочка, это или как ее назвать, трубочка, проволочка, силикон какой-то. Так, теперь делаем так, чтобы у нас все смотрело на нас, ну, то есть края все выровнены были, вот они все у нас. Теперь, знаете как? Так, вот эта рабочая нить, где она у нас? Потеряла. Сейчас. Так, вот рабочая нить, нашли ее. Вот на эту сторону вывернули. Простите, девочки, ошиблась. Значит, вот эту я подтягиваю левую покороче. Мы отсюда начнем вязать. И вот откуда у нас идет рабочая нить, вот эту спицу я удлиню для того, чтобы мне было удобно вязать. Этот способ называется Magic Loop. В детстве мы просто за неимением других спиц вязали так.
А теперь это называется Magic Loop. Теперь я бы вам посоветовала, знаете, как перевернуть наизнаночку основную нить, вот ну, просто вот отставить. Ой, не видно, да? Наизнанку перевернула. И вот эти все, которые у нас остались с одного конца, сначала. Вот сначала 2 ниточки у нас остались, и в конце вот эту розовенькую мы обрезали. Просто можете их немножечко... Я обычно не завязываю, они мне не мешаются. Наверное, просто поудобнее так будет. Вот, убедились, что у нас все косички смотрят сюда. И теперь, внимание, что мы будем делать в первом ряду. Первый ряд, так как мы набрали ровно половину, мы сейчас будем возвращать вторую половину. Каким образом? Первый ряд, значит, фабричного края. Делаем накид просто вот к себе ниточку. Накид и лицевая. Подтянули немножечко. Опять накид и лицевая. Накид и лицевая. Таким образом мы вернем наше количество петель, которое нам нужно. Накид, лицевая. И провязываем 2 половинки. Это будет круг. Первый ряд наш. Накид, лицевая, накид, лицевая. Так, вот наши. Теперь, наоборот, эту вытягиваю, потому что мне надо будет ей продолжать вязать. А левую сторону теперь она у меня левая сторона, я ее к концу спицы подвинула. Это нужна подлиннее, потому что она же загибается, и мы будем ей работать. И то же самое делаем со второй половиной. Тоже накид, не забываем про него. Лицевая, накид, лицевая. Мы вторую половину вяжем. У нас на одной 20 и на другой 20 петель. Всего 40. Накид, лицевая, накид, лицевая. Знаете, настолько он полюбился мне, этот способ, я или им набираю, или никаким. Вот какие-то другие варианты у меня есть там на канале, но как-то они вот не идут. Так, аккуратненько теперь, вот у нас мы одну подтягиваем опять с левой стороны. Уж больно у меня длинный, конечно, хвост. Все, целый круг мы провязали, первый ряд мы провязали. Так, а вот эту теперь обратно, там, где у меня рабочая ниточка, теперь я ее отсюда спицу вынимаю, для того, чтобы второй ряд начать вязать. Второй ряд начинаем. Вот он наш первый накид. У нас начиналось, что эта сторона с одного накида, что здесь вот он накид тоже. Этот накид у нас будет теперь изнаночной петлей. Я вяжу классическими, вот так вот. Теперь лицевую мы будем снимать. Кто знает, может быть, даже из начинающих вязальщиц, это будет имитация полурезинки. То есть не имитация, а практически, ну, мы несколько рядов провяжем полурезинки. Опять изнанку провязываем. Пусть она остается прям вот такой вот дырочкой, ничего страшного, все потом уйдет, ничего не будет. Нитка у нас прям как остается там за работой. Лицевая снимаем, смотрите, нитка у нас остается за работой, мы ее никуда не дергаем. Собственно, она вот сама лежит, как так и лежит, эта нитка. Вот такой у меня вопрос был с этими нитками, куда, чего ее. Вот опять лицевую сняли, изнаночную провязали. Лицевую снимаем, не провязывая, изнаночную провязали. Лицевую сняли, изнаночную провязываем. И продолжаем опять так по кругу. То есть одну половину сейчас так провяжем. Это второй ряд вязания нашего фабричного края. Лицо сняли, изнаночная, сняли, изнаночная. И последняя у меня тоже лицевая получилась, я ее просто снимаю. Ничего страшного, ниточка там сзади, все нормально. Эту я вытягиваю, она мне сейчас понадобится. Другую сторону подготавливаю, чтобы проделать то же самое. Это у нас второй ряд после набора петель. Подлиннее эту вытягиваю так, как мне удобно.
И снова вот он наш накид, вы его только не потеряйте. Он у нас изнаночный, вяжется накид. Лицевую просто снимаем. Вот она лицевая наша. Мы ее провязали в предыдущем ряду. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И вяжем до конца второй ряд. Провязываем только изнаночные, которые были у нас в том ряду накидами. Лицо, изнанка, лицевую просто снимаем. Ниточка, вот она лежит у нас, все в порядке. Так, это вот у нас оттуда с изнаночки вылазит. Вот эти узелочки я вот там держу просто пальцем. И снова левую часть. Теперь у нас начало третьего ряда. Я подтягиваю петли к концу, к началу точнее, спицы. А вот эту делаю подлиннее, чтобы удобно было крутить, вязать и так далее. Так, теперь у нас третий ряд. У нас изнаночный сейчас. То мы лицевую снимали, теперь смотрите, изнаночную снимаем, нить перед работой. И провязываем теперь лицевую. То мы, вот тот ряд мы провязывали изнаночной, теперь наоборот. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Сняли изнанку. Но она, собственно, опять лежит так, как удобно. Ничего не надо никуда девать. Вот, собрались как будто изнанку вязать. Но только ее не вяжете, а снимаете. И она сама ложится перед работой нить. Лицевую провязываете. Третий ряд вяжем. Изнаночную снимаем. Лицевую провязываем. Лицевые провязываем. Вот полкруга провязала. Вытягиваю ниточку. А здесь наоборот. Левую сторону подтягиваю ближе, чтобы довязать ее. Половинку вторую. И точно так же. У нас начинается с изнаночной. Мы ее снимаем. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем. Лицевую провязываем. Третий ряд заканчиваем. Изнанку мы не провязываем, лицевые закончили вязать. Целый круг мы провязали только лицевые, изнаночку мы снимали. Четвертый ряд. Но опять я просто подвигаю поближе петельки, рабочую нить. Сейчас я подтяну тоже этот хвостик. Для того, чтобы мне удобнее было крутить. Вот этой спицы я вытягиваю, но здесь хвостик остается. Так, четвертый ряд. Теперь мы опять будем вязать изнаночные. То есть чередуем. Вяжем четвертый ряд. Изнаночную провязали, лицевую сняли. У нас нить осталась за работой. И опять изнаночную вяжем, лицевую снимаем. Это четвертый ряд. Лицевую снимаем. Вытаскиваю эту подлиннее. Половинку, еще одну надо провязать. Я ее подтянула. Ниточку выровняла свою, потому что она у меня в две нити идет. Так, здесь мы сняли. Точнее, лицевую вот здесь просто пересняли. Опять начинаем с изнанки. Изнанку провязываем. Лицевую сняли. Нить у нас, как видите, за работой сама остается. Изнанка. Лицевую сняли. Лицевую пересняли. В камеру не видно. Изнаночную провязываем. Лицевую пересняли. И последний сейчас пятый ряд, да, у нас получается. Теперь мы изнанку не провязываем,
а лицевую провязываем. То есть опять поменяли. Изнанку снимаем, как будто мы собираемся ее провязать, но не провязываем, снимаем. У нас нить автоматически остается перед изнаночной. Вот изнаночная, вот нить перед ней. Мы провязываем только лицевые в пятом ряду. И последний пятый ряд я побыстрее провяжу, потому что уже мы это повторяем просто. В общем-то, мы вязали просто 4 ряда после набора. 4 ряда провязали полой резинки. Изнанку снимаем мы, а лицевую провязываем. Это пятый ряд наш. Вторую половинку пятого ряда я сейчас закончу. И подойдем к самому главному, как перейти на резинку. Изнанка, лицевую провязываем. Изнанка у нас заканчивается лицевую провязываем. Вытягиваем эту сторону. Опять готовим. Это у нас изнаночный вылазит. Вот наша петелька. Вытягиваю ниточку. Ой, не ниточку, а спицу. И сейчас мы будем делать самое важное. Смотрите, кому нужна резинка 1 на 1, да, начинается она у меня с изнанки. Был тоже такой вопрос, что она начинается с изнанки, да, с изнанки начинается. Хотя можно в первом ряду и все изменить. Сначала провязать лицевую, потом сделать накид. Теперь переходим как раз-таки к самому важному подошли. Теперь просто переходим к резинке. Одну сторону я буду провязывать резинкой 1 на 1. И потом покажу, как перейти с этого метода на резинку 2 на 2. Ну, здесь все просто. Здесь мы просто провязываем изнанка, лицо, изнанка, лица, изнанка, лицевая. То есть здесь все просто. Ниточку пока можете не трогать вспомогательно. Сейчас мы ее распустим вместе. Покажу еще один момент там. Лицо, изнанка и провязываем. То есть теперь мы провязываем все, не чередуем ничего, а просто начинаем вязать обычно своей резиночкой. Вот, пожалуйста, сейчас я повыше ее просто провяжу. Вот. Так, переходим на вторую сторону. Вот теперь, кому нужна резинка 2 на 2, я люблю очень резинку 2 на 2. Для меня вот этот способ ближе. Точнее, не ближе, а чаще используется. Вот смотрите, первый у меня изнаночная. Я ее провязываю. Мне ничего не мешает, провязала. Следующая у меня идет лицевая. Я просто беру вспомогательную спицу, любую, просто что под руками есть, и перед собой ее оставляю. И провязываю. Следующая у нас идет изнаночная ведь, и провязываю изнаночную. У меня получается 2 изнанки подряд. Возвращаю эту лицевую назад. И они тоже соединились. Получились 2 лицевые. Провязываю 2 лицевые. Итак, я сделала просто, перекинула местами лицо с изнанкой, у меня получилось, как видите, 2 изнаночные, 2 лицевые. Так я буду продолжать дальше. Теперь у меня по одной чередуются. Опять изнаночную я провязываю, так как после лицевых мне нужна изнаночная. Опять мне встретилась лицевая, она мне не нужна. Я ее беру, снимаю и перед собой оставляю. А изнаночную следующую провязываю. У меня опять, видите, 2 изнанки. Лицевую возвращаю. И у меня получается 2 лицевых следующие. Как видите, тоже все довольно-таки просто. Вот они получаются, у меня резиночка 2 на 2. Так, после лицевых идет 1 изнанка. Теперь мне нужна еще 1 изнанка. Лицевая мне вот это мешает. Я ее снимаю. Следующая идет изнанка, так как здесь у нас чередуется через одну. Изнаночную я провязываю, лицевую возвращаю, и у меня еще 2 лицевых готово. Только провязать. Раз, два. Опять одну изнаночную провязываю без труда. Вторую лицевую снимаю, и вот моя вторая изнаночная. 2 изнанки. Возвращаю лицевую. Вот мои 2 лицевые. Так до конца ряда мне осталось чуть-чуть.
Так, одна изнанка готова. Следом идет после лицевых. Лицевую снимаю. Изнаночная. Вот моя вторая. И все, 2 последних лицевых. Если мне нужна 2 на 2, естественно, я весь круг прохожу 2 на 2. И если вам нужна 1 на 1, то вы, конечно, провязываете весь круг. Вот теперь смотрите. Все выровняем сейчас. Теперь дальше продолжаем. Кому какая нужна, да? Я вяжу просто по половинке, чтобы показать и тот вариант. Теперь я вот это вот сейчас все распутаю и покажу, как нам край, потому что у нас же не может быть такая там шапочка 80 сантиметров, да? Смотрите, в какую сторону мы сейчас пойдем. Не там, где 2 хвостика, где мы начало, где был у нас начало, а там, где 1 розовый хвостик. Вот этот хвостик мы сейчас и будем распускать. Просто вот так вот. Подтягиваем и вынимаем. Вот она, косичка розовая идет. За нее хватаем и вынимаем. Хватаем и вынимаем. Подхватываем ее и вытягиваем. И внимание, внимание, внимание. Вот она, первая петля. Вот эту петельку. Это вот мы сейчас распускаем. У нас такие петельки образуются. Вот сейчас еще одну. Оп. И петелька образовалась. Вот самую первую возьмите и подтяните. Уже можно прямо сейчас. Вот, кусочек вытянули себе, теперь вы не запутаетесь. И продолжаете вот эту избавляться от этой вспомогательной нити. Она больше нам не нужна. Я по-разному ее снимаю. Могу еще несколько рядов провязать, потом снять. Могу чуть раньше снять. Но в основном, когда уже вы определились, вышли на нужную резинку, тогда можно снимать. И до самого конца ее надо выдернуть. Но осталось прям чуть-чуть. Так, так, так и вот так. Все, освободились от нее. Теперь возвращаемся вот ту ниточку, которую мы подтянули. И теперь смотрите, мы ее тянем, продолжаем тянуть. У нас петельки все эти внутрь уходят. Внутрь вот сюда. Вот она это. Если быть точным, вот она эта ниточка. Она внутрь. Так, опять фокуса нет. Продолжаю вытягивать эту ниточку. И вот эти все петельки, которые у нас, они сейчас просто уберутся внутрь. Прям вот она по кругу, смотрите, уходит. Вот теперь уже другая сторона пошла. Вот они петли, я тяну, и они все уходят. И мы должны вытянуть вот этот хвостик. Это там, где у нас было начало, где у нас мы держали спицами, и спицами 2 ниточки, и спицы держали одной рукой правой. И вот так вот по кругу мы раз, и вот видите, хвостик маленький становится. Все, и вытянули. Вот эту лишнюю, все, теперь у нас резинка стала свободной. Вот он, весь наш фабричный край, только в увеличенном виде. Теперь надо провязать несколько рядов вверх, для того, чтобы посмотреть на всю эту оставшуюся, получившуюся красоту. Теперь смотрите, разбираемся. Значит, основная ниточка, вот она, чтобы не перепутать. А эту можно отрезать просто. Сейчас я ее отрежу. Ну, сантиметров 5-6 оставить нужно будет. Пусть будет. Все, ниточку обрезали. И продолжаем вязать. Где у нас основная? У нас вот она идет. И теперь, как видите, у нас круг гораздо шире стал. И теперь продолжаем вязать. Давайте я провяжу самостоятельно. Я буду полкруга вязать резинкой 1 на 1. И другую часть буду вязать резинкой 2 на 2. И вот теперь все наши 80 петель, как видите, то 40 было прям затянуто, а теперь у нас все свободно. С изнаночной начинаю, ответила на вопрос. Вот с этой стороны у меня резинка 1 на 1. Продолжаю вязать классическими петлями. Я всегда ими вяжу. Бабушкиными в детстве навязалась, больше не вяжу ими.
Есть ряд преимуществ перед бабушкиными, поэтому вяжу классическими. Вот я еще немножечко провязала, и смотрите, какая шикарная получается фабричный, какой получился красивый край. Это резинка 2 на 2 с одной стороны, а это 1 на 1 с другой стороны. Точно так же все. Все аккуратно и все красиво. Это очень приятно, вот когда с этого начинается шапочка. Во-первых, это и ваша шапочка, ваш шедевр. Во-вторых, вы всегда похвалите своим друзьям, как вы умеете красиво вязать, и как вы практически как фабрично у вас все получается. Ну, все это выглядит фабричным. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки. Поэтому вяжите с удовольствием самых красивых и ровных вам петелек. Я вас люблю, ваша Настя. Пока.